Всем привет! Вы на канале Lucky Truck Driver, меня зовут Андрей. Не первая неделя моей работы, вторник. После отпуска 3 недель, конечно, немножко сложновато и лениво еще начинать работать. Еще плюс такая погода, прохладно, -1. Уже вот одел теплую куртку. Сегодняшний выпуск начнется у нас с неприятностей. Я заехал возле Льежа, заправился, полные баки. И смотрю, мне не дотягивается пистолет до AdBlue. Думаю, надо отъехать назад немножко, там 1,5 метра. И я назад отъезжаю. И вижу, что передо мной прям лужа масла. Вы представляете? Трындец. Короче, масло херачит. Вилы. Все. А-ля улю, паси гусей, приехали. Я позвонил в отдел сервиса. Они мне, в общем, сказали, что хорошо, едем дальше в сторону выгрузки. И где-то через 150 километров у меня сервис есть по пути. Хорошо, посмотрим, доедем мы или нет. Сейчас я встал, проехал где-то километров 30 после обнаружения этой проблемы. Покушал. И сейчас давайте посмотрим, что там вообще происходит у нас, что там у нас с этим маслом, как у нас там обстоят дела, большая ли там лужа, откуда это течет, непонятно. Сейчас попробую подсунуть камеру, показать вам. Может быть, есть специалисты среди вас, кто разбирается. Так, давайте-ка посмотрим. Ух, нифига себе, вот это, конечно, масло. И видите, да, вот оно течет, все и капает. Так, сейчас попробую показать поближе. Так, кто разбирается, в принципе, может поймет, откуда там течь. Двигатель, где двигатель и коробка соединения, примерно такое. Я ж вам не показал. Еще вот смотрите, какая у меня неприятность есть. Вот смотрите-ка, водитель мне передал вот такой вот автовоз с вот такой вот здесь разбитой подсветкой номера. А дальше, смотрите-ка, вот какая Corolla симпатичная, да? Цвет, рядненький. Сегодня грузился в 4 утра. И вот этот фонарь, он вообще разобранный, но вроде бы сейчас держится, но он уже разваливается. Так что, друзья, вот такой у меня сегодня. Смотрите, как подушки задраны. Да нафиг. Как тут высоты не будет. Срочно надо приспустить. Что-то уровень пола здесь не сработал или что. Непонятненько. Такого не должно быть, что прям кулак здесь помещается. Так, немножко подрегулировали, но все равно что-то до хрена как-то прям. От слова в общем очень много. Так. Хотя бы так. Уже получше будет. Так, все. Пора трогаться. Друзья, пора трогаться. Я, кстати, еще, по-моему, на переднем колесе. Кусок прям ни хреново вырван был. Сейчас покажу вам. Вот, смотрите, тоже, да? Резина пошла гулять. Хорошо, друзья, все, следующее включение у нас будет с сервиса. Все, не переключаемся. Так, друзья, вот это наш сервис Дейгаз, который мы сегодня будем с вами ремонтироваться. Литовцы тут управляют, все темы тут рулят. Даже есть мойка, но я ни разу на ней не был, хотя я на этом сервисе был всего лишь 2 раза. И вот смотрите, еще продаются, кстати, у них новые тягачи Мерседесы. Абсолютно новые, без зеркал, уже рестайлинг. Так, вот здесь вот крутой подъем, кстати, не очень было удобно заезжать, мне пришлось со 2-й попытки, я заехал, максимальным радиусом брал. Думал, что получится заехать с 1-й попытки, но не получилось. И смотрите, еще 2 тягача вот здесь продаются, а дальше идет зона, где стоят машины, ожидающие ремонта. Вот РВ-Транс стоит, наш сам автовоз и еще, по-моему, это поляк, если не ошибаюсь. Так вот, смотрите, проблема у меня заключается в том, что придется, скорее всего, сгонять вот этого вот белого RAV4 из-за того, что кабину надо будет опрокидывать, а он стоит на козырьке. Но я думаю, что я растяну дышло, оттяну 2-ю машину, получается, которая стоит у меня на тягаче. И, в принципе, все, и оттянем RAV4, и все. И все у нас получится с вами без проблем. О, ясненько, все, да, приехали. Поддон, я думаю. Поддон? Да. Ой-ой-ой.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нужно будет кабину поднимать или нет? Да и снимаем. Я тут смотрю тоже. А, ну хорошо. Ну потом скажи мне, тогда подниму кабину. Короче, сейчас мы находимся вот с вами в боксе. И похоже, что, как сказал мастер, что поддон. Возможно, что поддон, потому что из-за него там под ним сопливит. Он сказал, что карты заказать нужно. Это все время, Вот смотрите, здесь такая какая-то проблема уже была. Вон уже лежит. И сейчас все будут тут думать, как помочь Андрею. И попробуем, даже если получится, подснять сам ремонт. Чем же там все обернется. Я вижу по отражению, там вот у нас есть ворота. И перед воротами есть отражение, что происходит под машиной. Я смотрю, там раскладывают какие-то картонки. Ну, конечно, сейчас насчет масла сопливить капец как. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, зато замена масла будет. Мотор. Двигатель. Двигатель от чего? Не знаю, кто знает, в комментариях напишите, что двигатель. Ну, поддон, видите, какой огроменный, просто капец. Ну, а что вы думали? В фурах вот так вот, по-другому и никак. Попробуем, короче, это попозже выйти и посмотреть, что там происходит. Внизу подснимем, легенький подсъем сделать. И все для контента, ребята, все для зрителей. Попробую вам показать по-быренькому, пока никого нет. Что у нас тут за беда? Итак, смотрите. Вот где протерлось, видите? Внимательно. Оп-оп-оп. Так, выключу. Вот так. Вот. Видно, да, что протерлось именно в этом месте. Просто протерлось. Жесть. Обидно, очень обидно. Защита, которая крепится под поддон и защита, да. Вот эта защита протерла поддон, представляете? Защита не была закреплена. И все время наехала, болталась и терла уголок поддона. Так, ну вот здесь все у нас лежит. Так что буду завтра менять все под замену. Ну и масло добавить. Ну а там будет видно. Короче, завтра только доеду до выгрузки. Компьютер показал 10 литров долить. Будем доливать, значит. Хотя завтра будем снова все сливать. Да, вот видите. Чик-чик-чик. 10 литров, дай-ка сюда. Вот такие растраты. Хотя, в принципе, как бы, что там проехать? 20 метров назад сдать и обратно встать в ряд и все. Но нифига. А с другой стороны, правильно, я сейчас буду стоять, греться еще. Дел, короче, вообще. Чтобы покушать приготовить. Сегодня будем варить кашу. И у меня, кстати, есть наггетсы. Погреем наггетсы с гречкой, например. И все. И будем сытые. Ну, сейчас вот сюда надо будет еще заглушку накинуть. Она где-то была? Ее унесли. Есть вопросики по состоянию фильтра. Такое себе. Это второй день моего грандиозного ремонта, вы не представляете. Уже наконец-таки приехал поддон, мне заменили дворники. Смотрите, вот эта коробка с поддоном, оригинальный Mercedes-Benz. Стоимость больше 1000 евро поддон. Сейчас я пытаюсь, вот освободил уже колесо, будем в это пространство отгонять вот этого рафа 4-го. Для того, чтобы поднять козырек, нам нужно его немножко подать назад, чтобы он съехал с козырька. Ну, в принципе, все возможно. Здесь у нас почти 2 метра есть, так что нам хватит расстояния смело откатить его назад. Единственное, что, наверное, нужно будет убрать этот забор, если он будет не мешать выходить. Ну, а так, ничего сложного. Расстояние нам, длины гаража нам хватило, чтобы мы здесь смело растянули дышло. И не придется нам перегружаться. Высота здесь очень позволяет. Здесь, кстати, наверху здесь теплее. А, ну вот здесь печка, конечно. Ну ладненько, что, будем пробовать тогда сгонять. Пойдем пересядем в рафа 4-го. Странно. Вчера залазил, было больше места. Так, ну что, заведем его. Ready? Готов? Все? Супер. Все, включаем. Чик, задний ход.
Поехали. Можешь посмотреть? Метров 20 осталось. Все, окей. Ну да, забор нам мешает. Ну ладно, вылезем. Как-нибудь уже. И да, надо не забыть перевести вот эти краны. Краны подъема козырька. Вертикальное положение. Вот он один здесь находится. Второй зеркально на этой стороне. Все, у нас теперь будет подниматься козырек. Так, уберем этот ремень, чтобы он не жахнул. И вот прокладочка для поддона и сам поддон. Оригинальный Mercedes-Benz. Ух, будем ездить на новенькой тачке. А также дворники, смотрите. Поменяли дворники, все в заводские крепления. Наконец-таки я разобрался, как заводское крепление разбирается. До этого просто колхозить на хомутиках. А сейчас все чики-пики. И, конечно же, не забывайте подписаться на этот Инстаграм и на этот YouTube канал. Ну, в принципе, что? Теперь будем ждать, как освободятся ребята, начнут заниматься моим поддоном. Вот. Кстати, там на улице стоит мой холодильник за углом. Я надеюсь, ему там ноги не приделают. Вот. Можно пойти в комнату отдыха для водителей и там проводить время. А можно поболтаться здесь максимально долго. Водить мои вещи. Пойдем пока сходим, умоемся в душ, побреемся, приведем себя в порядок, наведем суету, в общем. Так что давайте-ка, ребятки, смотрим, что будет дальше. Ах, вот он, негодяй, этот поддон. Так, ну отсюда не видно, конечно, дырочки, но она тут есть. Такой огромный, не сильно тяжелый поддон. А мне уже устанавливают новый. Или уже установили даже. Оригинальная коробочка слева. Евобритый. Что, уже поставил? Фига себе. Оперативненько, оперативненько. А чем так воняет? Это вёрт? А? Химия какая-то, да? Ну да. По свеженькому. Ну, в принципе, вот так вот работают ребята на сервисе. Все быстро, оперативно. Я всего лишь успел сдать тест на дрон. На телефоне это час не заняло, они уже поменяли мне поддон. Так что обращайтесь. А резину поменять уже стоит. Но сказали, не на этом сервисе будем менять, наверное, в Ганновере, как обычно. Вот. Менеджер уже спрашивает, когда мы едем выгружаться, когда, время же жмет. На завтра уже у меня есть загрузка, так что все хотят быстрее видеть. Интересно, для чего вот эта штука? Датчик какой или что это? Наверное, какой-то датчик. И бычок. Нам остается подкачать колеса, кстати. С освещением, по-моему, все сделали. Сейчас посмотрим. Так вот, смотрите, поменяли лампу, все окей. Все виски с гирей. Да? Ломаешь, будешь сам делать. На моей смене такого не будет, все красота. Стола поменял все болты. Ну да. И все, полностью провод. И будет светить как новенькая. Да, резина, конечно же. Вот на как такой резине можно буксовать? Вы мне объясните, просто объясните. Жесть. Вот, друзья, что вам показывал. Новые Мерседесы стоят в этой линии. И также вот здесь вот 3 штучки еще. Ну, знаете, такие какие-то они прям сильно высокие. Не знаю, чего такое высокое. Может, типа, это не транспортное положение, может, это и транспортное. А может, просто мне непривычно из-за того, что на маленькой кабине езжу, на низенькой. Ну, в принципе, что, классненькая пушка. Мерседес. Резина, запасное колесо, все по красоте. Интересненько, интересненько. А вот здесь салон Hyundai. Так вот. Без камер, конечно, прикольно смотрится. Такая дверь пустая. И очень непривычно, что на двери нету зеркала. Оно так вверху.
Шрек такой. Кстати, оптика, по-моему, обычная, то есть, ну, не линза, ничего. Да, обычно, слушайте. Обычные рефлекторные фары, галогеночки, стоят лампочки и все. Это Actros 1845. Ух, красавчик. Огромный. Но почему салон не в чехлах, вот мне интересно. Чехлов нет на сиденьях. Как бы как новые, но должны быть. Непонятно. Но мы все еще ремонтируемся, еще ждем. Вот вышел на улицу уже походить, уже надоело сидеть в кабине. И в комнате отдыха водителей тоже скучно, там как-то так, не знаю, нудно, диваны эти, все как-то так нагоняет тоску такую. Солнце светит прямо в лицо. Вот, машины дожидаются своей очереди по поводу ремонта. У кого какие проблемы. Ну, блин, ну на улице минус конкретный. Видите, даже пар со рта идет. Смотрел мне до выгрузки 483, по-моему, километра. Уже менеджер Вильта написала, что едем. Ну, я так и планировал, что я доеду точно. А насчет того, чтобы именно выгрузиться сегодня, не знаю, навряд ли. Но загрузиться нужно уже будет завтра. Выгрузиться и загрузиться. И, по-моему, у нас будет выгрузка в Голландии. Но это точно еще не точно. А что-то подготавливают, какие-то коробки, уже что-то там в Мерседесе лазят, смотрят. Может быть, что-то уже кому-то продали и укомплектовывают. И есть даже 2 Мерседеса без запасных колес. Интересно, куда они их дели. Блин, вот резину, конечно, было поменять мне на автовозе. Вообще круто. Но сказали, не здесь. Поедем где подешевле. Тут, наверное, дорогая. А в то же время мне уже произвели замену фильтра. Смотрите-ка. Вот наш новый фильтр. Ух, красота. Наконец-таки мотор задышит по-свежему. Ну что вот это за провода здесь? Какая-то эротика. Непонятненько. Друзья, выезжаем из сервиса. Наконец-таки. Не прошло и 1,5 суток. Справились, в общем, за сутки. Молодцы, ребята, классно, все хорошо сделали. В Гугле 100% оставлю комментарий положительный. И влепим 4 звезды. 5-ю звезду не поставим из-за того, что у них тупо нету даже кофеаппаратов с хорошеньких. Бесплатно. Могли бы поставить уже. Но что поделаешь, и так круто. Все, выдвигаемся, потихоньку выезжаем. Настроение огонь. Все поменяли. ТО. Ой. 55 тысяч ТО. Ну, короче, все четко. Все круто. Все, можем двигаться на выгрузку. Нам остается 483 километра. И моя елочка упала, но я ее приклею. Мне дали трехсторонний клей. Скотч точнее. В общем, будем делать делишки.